Уважаемые зрители, ключевая ставка ЦБ 14,5%. Кредит для вашего завода 20, 27, 30% годовых. Рентабельность среднего производственного предприятия в России 8-12%. Посчитайте сами. Вы берете деньги по 27%, чтобы заработать 10. Это не бизнес. Это медленное уничтожение вашего капитала. И вот что меня поражает. Большинство собственников, которых я вижу, решают эту проблему одним способом. Берут еще один кредит, чтобы закрыть кассовый разрыв, который возник от предыдущего кредита. Я инженер управления 25 лет на производстве. Я скажу вам вот что не скажет ни один вам банкир. Проблема не в ставке. Ставка – это симптом. Проблема в архитектуре управления вашим заводом. И именно поэтому одни заводы при ставке 14,5% продолжают работать, получая прибыль, а другие умирают, даже когда ставка опустится до 10%. Сегодня я разберу, как это работает, и покажу на конкретном кейсе, как мой подход разморозил на одном заводе 180 миллионов оборотных средств. Без кредитов, без новых станков, без автоматизации, только за счет архитектуры управления. Этот ролик не про макроэкономику и не про прогнозы поставки. Я не предсказываю, упадет она до 10 или вырастет до 20. Это работа Центробанка, не моя. Моя работа сделать, чтобы ваш завод стал устойчивым к любой ставке, к 20, к 14 или к 7%. Чтобы вы не зависели от решения ЦБ, чтобы у вас всегда был оборотный капитал, чтобы кассовые разрывы перестали у вас возникать, чтобы кредит из обязательного превратился в опциональный инструмент. Как это работает технически, я разберу за следующие несколько минут. Поехали. Возьмите сейчас цифру вашей выручки за прошлый год и посмотрите на свой склад, на свой цех, на свои отгрузки, незавершенное производство, запасы сырья, готовая продукция, которая еще не отгружена, дебиторская задолженность, то, что клиенты вам должны, но еще не заплатили. Это и есть ваши замороженные деньги. Они вроде бы есть, они физически ваши, но они не работают сейчас на вас, они лежат в виде железа, материалов и долгов. На российском заводе с выручкой в 1 миллиард рублей замораживается от 120 до 200 миллионов оборотных средств и в незавершенке. Это треть вашей выручки. Треть. И вот когда возникает кассовый разрыв, собственник идет в банк за новым кредитом и берет этот новый кредит под 27%, чтобы профинансировать те же оборотные средства, которые лежат сейчас у него на складе. Просто эти средства в неправильной форме, не в виде денег, а в виде незавершенки. Это абсурд. Но это происходит на каждом втором заводе в России. Главная причина – разрыв между планом закупок и производства, между планом производства и планом отгрузки, и между многими планами, которых в компании десятки. У каждой функции он свой, и между собой они редко связаны. Цех делает то, что умеет, отгружает то, что заказал клиент, и эти все потоки не синхронизированы между собой. Цех начал партию деталей, потому что были люди и материалы. Партия легла на склад. Клиент под нее еще не готов, и это не отгруженная продукция и не полученные деньги. Деньги снова заморожены. До того момента, пока не появится клиент и не примет эту продукцию. А он может и появиться через месяца 2 на данную продукцию, которую вы сделали раньше времени. А может быть и через 3. К тому времени деталь уже как бы устареет, вы заморозите эти несколько миллионов в своем производстве и опять идете за новым кредитом. Вторая причина. Закупки идут отдельно от производства. Снабженец видит, что металл закончился, заказывает партию на месяц вперед, на 2, на 3. Ему легче так, чтобы один раз заключил договор, на 3 месяца привез продукции, несколько вагонов, а дальше сидит 3 месяца и ничего не делает. Но деньги снова заморожены. Третья причина. Отдел продаж дает обещание клиенту, не сверяясь с мощностью и ресурсами производства. Срок поставки говорит 4 недели. Производство в этот срок физически не выдержит. Заказ срывается, и клиент уходит к конкуренту. А вы уже потратили деньги, производство уже отработало, и все лежит на складе. Деньги снова заморожены. Каждая из этих 3 причин – это разрыв в архитектуре управления, на стыке между вашими функциями. И каждая из них устраняется без денег и без станков, только перестройкой того, как функции связаны между собой. Как я это делал на заводе, расскажу на конкретном примере. Без названия завода это конфиденциально. Завод с выручкой около миллиарда рублей в год. Машиностроение. Среднее. Основной продукт – комплектное оборудование под заказ. Когда я пришел, у них в незавершенке было заморожено 180 миллионов рублей. Кредитная нагрузка 220 миллионов по 25% годовых. Кассовые разрывы каждый месяц. Просрочки по зарплате 1-2 раза в год.
Срыв сроков по клиентам около 60% по заказам. Потому что у них не хватает дозакупить материал, они его поставляют не вовремя, срывают заказы. Что мы сделали? Без революции. Первое. Раскладка функций по жизненному циклу продукта. От заказа клиента до отгрузки. Каждая функция на бумаге прописана с фамилией ответственности, со входами и выходами, кто кому что должен передать. Повесили на стенке у директора схему всего цикла, где теперь каждый сотрудник видит всю систему компании и зоны ответственности. Второе. Запуск казного планирования в компании. Ежедневное планирование. Утро смотрим, что планируется на смену. Вечером отчет об исполнении. Раз в неделю оперативное совещание по большим проблемам и расшивке узких мест. Не в PowerPoint презентациях для отчета вышестоящим, как это сейчас делается, а ежедневно в Excel табличке дисциплинированно работающий инструмент для управления производством, функциями и завода в целом. Третье. Связка плана производства и операционных планов с планами закупок. Цех больше не делает деталей про запас. Снабжение больше не закупает на 3 месяца вперед. Каждая операция привязана к конкретному заказу клиента, конкретному сроку, конкретному рублю выручки. Мы сделали дашборд, построенный на критическом пути всех изделий завода, и к нему привязали деятельность всех необходимых функций завода. Теперь для них один источник для планирования, а не как раньше было, 10 разрозненных планов по раскиданным функциям завода. Четвертое. Связка операционного плана с финансами. Финансовая служба теперь выдает собственнику полную картину, сколько денег в производстве, сколько на складе, сколько в дебиторке, сколько на счетах. Собственник впервые за несколько лет увидел свои деньги и финансовый поток, БДР, БДС, баланс в жесткой связке с операционной деятельностью компании и производственной программой. Через 6 месяцев незавершенка сократилась со 180 миллионов до 80. 100 миллионов разморозили, превратились в живые деньги. Дальше погасили часть кредитов. С 220 спустились до 80. Кассовые разрывы исчезли. Срыв сроков по клиентам упал с 60% до 20%. Маржинальность выросла с 11% до 17%, потому что перестали тушить пожары и работать в авральном режиме. И это не теория, не западная игрушка. Это все на российских заводах. Это конкретный завод, реальные цифры. 6 месяцев дисциплинированной работы в рамках настройки системы управления в компании. Почему это важно прямо сейчас? Ставка 14,5% – это экзамен для вашей системы управления. Не приговор, а настоящий экзамен. Те собственники и управленцы, которые сегодня выстроят архитектуру управления, через 3 года будут доминировать на рынке. Их конкуренты, которые продолжат брать кредиты под 27%, чтобы покрывать кассовые разрывы, выйдут из бизнеса или обанкротятся. Часть из них уже выходит. Это видно по статистике банкротств компаний и других предприятий за последние 2 года. Это не про катастрофу, это про окно возможностей. Когда конкуренты слабеют, выживает и растет тот, кто навел порядок у себя в бизнесе. И вот в чем парадокс. Большинство собственников сейчас ищут решение проблемы ставки во внешнем мире. Ждут, когда ЦБ ее отпустит, ждут субсидий, ждут госзаказа, ищут более дешевые кредиты. А решение у них внутри компании и завода. В тех 180 миллионах, которые лежат у вас на складе в дебиторке. Их надо разморозить. Это управленческая работа, это не банковская. И эта работа окупается за первые 6-12 месяцев. Собственники, которые понимают это, спокойны при любой ставке. Хоть 20%, хоть 10%. Их завод работает. Тоже 7% тоже работает, потому что у них внедрена устойчивая архитектура управления. Они не зависят от внешних условий. Собственники, которые не понимают, каждый месяц сидят на нервах. Считают, чем закрыть свой кассовый новый разрыв. Берут кредиты, чтобы погасить старый кредит. Считают дни до следующей выплаты по процентам. И ждут чуда от ЦБ с понижением ставки. Это 2 разных собственника с одинаковыми заводами, с одинаковыми клиентами, с одинаковой выручкой, но с разными подходами в методах управления. У кого из этих 2 превратится в нормальный завод, это вопрос управленческого решения, не финансового, а именно управленческого. Это работа архитектора управления, а не финансиста. Финансист поможет вам грамотно взять кредит. Архитектор делает так, чтобы кредит вам был не нужен. Я этим занимаюсь профессионально. Прихожу на завод и за 6-12 месяцев собираю вам архитектуру управления. Передаю собственнику, после этого собственник может выйти из операционки и погасить большую часть своих кредитов и впервые за несколько лет получить дивиденды, а не покрывать кассовые разрывы. Если вы досмотрели ролик до этого места, значит тема для вас живая. И последнее. Архитектура управления начинается не с финансов,
не с планирования, не с автоматизацией. Она начинается с честного взгляда на самого директора. Кто он? Пожарный, командир, визионер, хозяин или инженер-одиночка. Каждый из этих 5 типов разрушает архитектуру по-своему. Если вы еще не видели мой ролик про 5 типов директоров, посмотрите. Это первый ролик из этого сериала и первая серия. Ссылка на него вверху на экране. Вы поймете, кто из этих 5 сейчас сидит у вас в директорском кресле и почему именно из-за этого ваши деньги сейчас лежат в незавершенке. Смотрите следующие серии этого сериала про управление. По одной теме в каждом ролике. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи.